Когда человек прыгнул, чтобы спасти детеныша носорога от утопления, другие носороги сделали нечто удивительное. Это был финал спасения, которого никто не ожидал. Дорогие зрители, напишите в комментариях, откуда вы нас смотрите. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Шины громко визжали, скользя по пыльной дороге. Алекс Моро, сидевший в своем джипе, посмотрел вперед и увидел нечто пугающее. 3 огромных носорога стояли у него на пути и не собирались уходить. Каждый из них весил более 2 тонн, почти вдвое больше, чем его машина. Если бы он врезался хотя бы в одного, последствия были бы катастрофическими. Алекс остановился и в этот момент заметил целое стадо носорогов, собравшихся у берега реки. Уже полчаса они отчаянно пытались помочь маленькому носорогу, который соскользнул с крутого берега в воду. Скользкая глина не давала ему выбраться. Ноги разъезжались, и каждый раз, когда он пытался подняться, он снова падал. Детеныш барахтался, но силы покидали его. Семья пыталась помочь, но лишь загоняла его глубже в воду, разрушая берег. Ему было всего 4 месяца, и он отчаянно хватал воздух ртом, выдыхая пузыри. Если бы его не вытащили, он бы утонул. Детеныша звали Джаба. Он был самым младшим обитателем национального парка Меру, одного из крупнейших заповедников Кении, где охраняли редких носорогов. Алекс, один из управляющих парком, часто сталкивался с трудностями. Парк страдал от нехватки воды, а растущая популяция животных усиливала нагрузку на экосистему. Именно поэтому носороги собрались у этого единственного водоема. Но теперь проблема стояла гораздо острее. Жизнь Джабы висела на волоске. Рейнджер подъехал к берегу, не в силах приблизиться, пока взрослые носороги кружили вокруг. Ситуация казалась безнадежной. Тогда Алексу пришла в голову смелая идея — отогнать стадо с помощью грузовика. Это означало разделить мать и детеныша, шаг, на который он никогда бы не решился раньше. Но другого выхода не было. Он дал полный газ. Машина сорвалась с места, подпрыгивая на кочках. Алекс резко дергал рулем, заставляя джип вилять, чтобы казаться больше. Облака пыли и грохот двигателя сделали свое дело. Носороги отступили. Теперь можно было начать спасательную операцию. Он вызвал команду, выпрыгнул из машины и побежал прямо в мутную воду. За ним, не раздумывая, бросился подъехавший рейнджер, Ниакаву, инженер по образованию, который пришел в парк всего неделю назад. Это была его первая вылазка, и глаза парня были широко раскрыты от шока. Джаба весил около 100 килограмм, толкать его было почти невозможно. Они подсовывали колени под тело детеныша, чтобы тот мог немного опереться. Тем временем взрослые носороги начали возвращаться. Отвлекающий маневр с машиной сработал ненадолго. Алекс приказал 2 рейнджерам забраться на кузов и прикрывать их, на всякий случай. У них было транквилизаторное ружье и винтовка. Но стрелять он запретил. Доверие нужно было сохранить. Чтобы выиграть время, один из рейнджеров включил сирену. Резкий звук заставил носорогов замереть, но лишь на секунду. Они снова двинулись к воде, тяжело топая и фыркая. Все зависело от нескольких мгновений. Алекс и Ния сделали последний рывок. И Джаба, наконец, почувствовал твердую землю под ногами. Он выбрался, дрожа, но живой. Алекс упал на колени рядом, проверяя дыхание и пульс малыша. Джаба лежал на траве, тяжело дыша. Его язык был покрыт белыми полосами. Явный признак обезвоживания. Вот почему он мог упасть в реку. Алекс вздохнул. Проблема воды становилась все серьезнее, но думать об этом нужно было позже. Через минуту они отошли к грузовику, наблюдая за воссоединением семьи.
Мать носорога тихо заревела, обнюхивая сына, и затем мягко подтолкнула его мордой, словно упрекая за глупость. Потом прижала к себе. Вся группа медленно удалилась от воды. Это был момент чистой, необъяснимой радости. В штабе команда радовалась успеху. Но Алекс и Ния не чувствовали триумфа. Их тревожило другое. Носороги выглядели истощенными. Привезти им воду можно, но это решит проблему лишь на время. Нужно было найти долговременное решение. На следующий день они вдвоем снова отправились на патруль. Неа все записывал и заметил, что носороги скапливаются в одном и том же углу парка, из-за чего земля не успевает восстанавливаться. Растительность исчезала, водоем мелеет, и животные сами уничтожают свой дом. Ниа предложил нестандартное решение — установить слабые электрические ограждения, чтобы направить животных в другую часть парка, где трава гуще и почва не разрушена. Алекс поначалу скептически отнесся к идее, он не хотел причинять животным боль, но Ниа объяснил, что напряжение будет минимальным, только чтобы дать им направление. Идея сработала. Ниа лично спроектировал забор и помогал рабочим устанавливать столбы, стоя по колено в грязи. Алекс наблюдал с уважением. Молодой человек не боялся работать руками. Когда все было готово, они с тревогой ждали результата. Первые два носорога получили легкий разряд и тут же остановились. Мать с детенышами обошла забор стороной. Постепенно все поняли, что туда идти нельзя. Стадо медленно начало перемещаться к другому водоему, оставив старое место для восстановления. Это принесло облегчение всей экосистеме. Растения начали отрастать, вернулись птицы и антилопы. Экологи, наблюдавшие за процессом, отметили еще один эффект. Легкий стресс от изменений среды повысил активность носорогов, что положительно влияло на их размножение. Руководство парка впечатлилось идеей и предложило Ниа постоянную должность под руководством Алекса. Но молодой инженер колебался. Все происходящее вдохновляло его, но он не был уверен, что готов связать жизнь с этим местом. Прошел месяц. Во время очередного патруля они обсуждали проделанную работу. Алекс пытался убедить Ниа остаться, ведь его контракт подходил к концу. Именно тогда дорогу перегородило стадо носорогов. Они появились внезапно, как из-под земли. Джип пришлось остановить. Носороги стояли плечом к плечу, смотря прямо на людей. Ниа затаил дыхание, не зная, ждать ли нападения. Вдруг воздух наполнился низким гулом. Носороги начали издавать протяжные звуки, гортанные, глубокие, будто из самых недр земли, и склонили головы. Один за другим они присоединились, создавая ритм, похожий на барабанный оркестр. Это была благодарность. Даже Джаба, подросший за это время, стоял рядом со своей матерью и издавал тихие фырканья. Алекс рассмеялся, хлопнул Ниа по плечу. Тот впервые за все время улыбнулся по-настоящему. Через несколько минут носороги разошлись, растворяясь в золотом свете заката. В этот момент Ниа понял. Вот оно. Его место. Его путь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.